Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». Вот ссылочка на мой сайт. Там есть очень много полезного для вас. А мы сегодня будем разбираться, как вернуть бывшего. Вот были отношения и не стало. Неважно, кто стал инициатором того, что исчезли эти отношения, вам плохо. Вот их нет, мужчины нет, и вам плохо. И вам кажется, что если вы вернете этого мужчину, то все станет нормально. Свершится чудо, и все будет хорошо. И вам будет комфортно, вы будете чувствовать себя безопасно, вы будете чувствовать себя любимой, вы будете цвести, купаться в любви, нежности и все тому подобное. Но вы наверняка помните эту историю, что не раз возвращали бывшего либо вы сами, либо кто-то из ваших подруг, а чудо не происходило. И как же сделать так, чтобы вернуть своего бывшего, и чудо свершилось? Я сегодня отвечу и про чудо, и про бывшего, вы останетесь довольны. Почему я об этом говорю? Потому что, напоминаю для тех, кто меня смотрит первый раз, меня зовут Алла Касаткина. Я психолог, который почти 20 лет помогает женщинам быть счастливыми и любимыми. Ссылка на мой сайт есть здесь в видео, и в описании есть подарок для вас, курс «Секреты счастливых женщин». А если кнопочка под видео горит красным, подпишитесь на канал, и тогда будете смотреть все новые видео. В числе первых будете в курсе всего полезного, что я выдаю в этих видео. Лайки. Кстати, чуть не забыла. Лайки любит YouTube. Давайте отблагодарим его за то, что нам дает возможность встречаться. А мы с вами разбираемся, а как же вернуть бывшего? Я уже говорила, очень часто, когда отношения распадаются, женщина не всегда может себе честно ответить на вопрос, а чего же ей надо. Ей нужен конкретно этот мужик, ей нужно испытывать те эмоции и чувства, которых ей не достает сейчас и которые она хотела получить в тех отношениях, но недополучила. Либо ей просто важно находиться в отношениях просто потому, что она себя чувствует так комфортно. И очень часто женщины думают, я верну бывшего, и все случится. Вот так, раз, лампочка включится, он пришел, принес с собой праздник, и в моей жизни все завертелось, закружилось, случилось чудо, и все произошло. Мои хорошие, у меня для вас есть пара хороших новостей и одна плохая. Вернуть вашего бывшего – это расплюнуть. Как? Прогнуться под все его требования. Вот просто плюнуть на себя, отказаться от всего, чего хотите вы, и сделать все так, как хочет он. Он вернется. Надолго не знаю, но вернется. Устраивает ли вас такой вариант? Не уверена. Потому что вы понимаете, что вам придется за его возвращение платить слишком дорогую цену. И возникает внутри вопрос, а как же я? А где же я здесь? А что тут для меня будет хорошего? А ничего. Почему? А потому что вы под него прогнулись. Вы же хотели мужика именно этого. Вы его получили, но такой дорогой ценой. Помните, я говорила, что очень часто в один клубок сплетается все. Мужчина, эмоции и отношения. Сам факт. Так вот, с первым фактом мы разобрались. Мужчина – слишком дорогая цена. Как правило, хотим мы не конкретного Ивана Степановича, Эдика или Ипполита. Мы хотим того, что было там в куче. Но если разобрать кучу, что-то одно выступает на первый план. Если это эмоции, которые были у вас, когда вы были рядом с мужчиной, на самом деле посмотрите по сторонам. Есть масса других источников, где вы можете получить те же эмоции. И тогда уже получается, что мужчина, тот, за отношения с которым вам приходилось платить слишком дорогую цену, для того, чтобы получить эти эмоции, вам уже не нужен. У вас уже есть альтернатива. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость для тех, кому важны сами отношения. У вас отношения не сложились, вы ходите и думаете, что со мной что-то не так, и думаете, что если вы его вернете, то у вас быстренько появится рядом с вами где-то на какой-то доске почета галочка, что вот у Маши все хорошо, Маша умница. Не появится. Но если вам для себя важны отношения, то нужно выбирать мужчину для отношений. Мужчину, который готов к этим отношениям, который в них заинтересован и который будет делать что-то, чтобы и вам рядом с ним было хорошо. Возникает вопрос, мне это нравится,
А как же быть? Как же его заполучить? А вот для того, чтобы его заполучить, вам нужно научиться разбираться в мужчинах. Чтобы не получилось, что мужик вас качает либо на эмоции, либо назначает вам слишком высокую цену, либо шантажирует вас теми самыми отношениями, а вы за ним бежите, потому что не понимаете, что он в одну кучу сгреб все вместе, вас колбасит, и вы, не понимая от чего, гонитесь для того, чтобы это получить. Но когда вы разложили на вот эти 3 составляющие, вам сразу стало понятно. Либо я там просто, у меня зависимость от этого мужчины, с этим, кстати, можно разобраться, либо мне важны эмоции, я иду и удовлетворяю свою потребность в эмоциях, либо мне важны отношения, и я подбираю себе партнера для этих отношений, чтобы мне в этих отношениях было хорошо, комфортно и безопасно. Вот как найти такого мужчину, как научиться разбираться в мужчинах. Тут я вам первый помощник, все мои программы построены на то, чтобы вы могли этому научиться. И я вас этому основательно учу. И тогда вы будете выбирать именно тех, кто для вас готов что-то делать. Поэтому, мои хорошие, если вы сильно тоскуете по бывшему, просто сейчас возьмите листок бумаги, а лучше здесь в комментариях. Напишите честно: мужчина, эмоции, отношения. И напишите, что мне важно было в мужчине, что мне было важно в эмоциях, что мне было важно в отношениях. И тогда весна для вас будет более интересной, более радостной, более перспективной на личном фронте. Потому что вы будете понимать, куда двигаться. Если кто-то из вас застрянет и не сможет найти ответ, пишите в комментариях вопрос, я постараюсь вам ответить. С вами была Алла Касаткина, и до встречи в следующих видео. Пока-пока.